Всім привіт! Мене звати Карина Чернявська, я родом із України, з Києва. І через денацифікацію, через демілітаризацію та спецоперацію, як її називають рашисти, або війни, як це називає весь цивілізований світ, особисто я називаю це геноцидом українського народу, який влаштували рашисти на чолі з хуйлом, який треба терміново зупинити. Внаслідок війни мені з моєю сім'єю довелося шукати притулок в іншій країні. Тепер я у Литві, і це моє нове життя. І це новий випуск програми «Тримайтесь там». І я нова ведуча цієї програми. Чует мое сердечко, что в связи с запретом слова «война» в России в ближайшее время нас ждет великая российская реструктуризация всех произведений искусств, начиная с фильмов «20 дней без спецоперации» и «17 мгновений демилитаризации», заканчивая великим книжным произведением «Спецоперация и мир» Льва Толстого. До кучи рашисты переделают и голливудские хиты. Например, блокбастер «Война миров Z» легко переделается в спецоперацию Z. Патриотическое кино и новая свастика в одной ленте. Сюжет тоже легко адаптируется. В оригинале армия зомби нападает на цивилизованный мир. В российском ремейке армия нападает на Украину в поисках телефонов и бытовой техники. Под похожим названием выйдет и советская классика «Спецоперация Z». Это так, чтобы никто не догадался. Где кадыровцы будут пытаться найти Бандеру, но в итоге получится бомбарбия Дон Киргуду. Так как и Бандеры давно нет, да и кадыровцы, оказывается, из ТикТока. Они совершенно не говорят по-русски. Но все понимают. 會攞甩第幾時攞呢？一日呢攞到啦啲攞所跟掛到，就那點участок шали，就會那得到。Еще, например, «Мстители». Спецоперация бесконечности, где больной на голову Танос уничтожает мир и свою страну щелчком пальца. Только у голливудского Таноса были камни души и разума, а у российского нет ни того, ни другого. Зато есть инъекция ботокса и огромный стол. А ведь это общеизвестный факт. Чем больше у мужчины стол, тем меньше у него мужского ВВП. И, наконец, знаменитая сага «Звездная спецоперация», где рассказывается история одинокого и больного Дарта Вейдера, перешедшего на темную сторону, как он прячется в своих доспехах, как в бункере, где Рогозин обещает ему построить в космосе звезду смерти. Но в итоге слабодышащему «Украина, я твой отец» приходится прятаться в бункере и сидеть за столом размером с космический корабль со своим генералами темной армии. Кстати, по сообщению президента Украины Владимира Зеленского, одним генеральским кумом у Путина стало меньше. Правда, российская сторона от Медведчука открещивается, мол, это джедай другой страны, и нам такой не нужен. Ну а сам владыка Сиддх пока сидит в своем бункере, допуская к себе только верных, тех, кто готов командам служить и место. Завязываем с фильмами, лучше давайте про музыку. Рекомендации, что зарядить в плейлист, если у тебя боевое украинское настроение. Топ песен про крайсер «Москва», у которого по российским заявлениям был маленький пожар, и все с ним было прекрасно, а потом он почему-то сгорел и утонул. А Москве покой только снится. Москва как «Титаник». Все пассажиры понимают, что он тонет, но рашистские власти продолжают играть в победу. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола? О, бам, 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 бам. А не по российской столице, но по российскому кораблю никто не звонит. Хотя, кто знает, может, на 9-е, может, на 40-й день власти отреагируют какой-то правдивой информацией. Хотя кто-то верит в эту правду. Тонешь, тонешь, не потонешь. Ты сломал
последнее это были слова главнокомандующего флота на Черном море. Но самое главное, из-за это всем ура, мы наконец-то узнали точные координаты, куда идти, когда тебя посылают нахуй. И тут мы плавно залетаем в космическую тему. На этой неделе, в День космонавтики, Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили ту самую звезду смерти. Они побывали на строительстве космодрома «Восточный», откуда Путин поручил корпорации «Роскосмос» обеспечить подготовку и космический полет первого представителя Беларуси. Одного, единственного кого? Вот я представляю, как белорусы скрестили пальцы в ожидании, что это будет именно этот усатый белорус. И если бы белорусам пришлось голосовать за того, кто полетит от Беларуси в космос, Лукашенко впервые набрал бы 97%. И честно бы набрал. А пока от белорусских космонавтов сами білоруси бегут в Польшу і Литву. І якщо говорити про Литву, то Литва прийняла понад 40 тисяч біженців із України. Вона надає посильну допомогу українцям усередині країни, а також надсилає гуманітарну допомогу в Україну. Литва – одна з перших у Європі, хто вислав російських дипломатів разом із послом, і перша країна, яка відмовилася від імпорту російського газу. Невелика країна з великими, можна сказати, сталевими принципами, друзі. Принципами. Принципы литовцам танцевать не мешают. Еще Литва выделяется своими акциями, которые она проводит возле российского посольства. То 4 дня подряд проводит митинги с песнями и кричалками о том, куда следует двигаться российскому военному кораблю, что на деле показали украинцы на примере крейсера «Москва», который, как российская экономика, сначала говорили, что все в порядке, а потом затонул при буксировке. Я не знаю, слышал ли ты и слышали наши уважаемые зрители, но с флагманом Черноморского флота крейсером «Москва» Ну вот все пишут про это Москва, скажи ты. какая-то неожиданность Так, неприятная. что за неожиданность, что там случилось, что это такое? Сильно горит Сейчас прямо горит? прямо сейчас. А штормовое море, неизвестно, удастся ли им оказать помощь соответствующую. Какая неожиданность. Слава Украине! А русский военный корабль... Литовцы на кричалках не остановились. Они перекрасили воду в пруду у здания посольства РФ в красный цвет. Городские власти сообщают, что это художественный перформанс, цель которого — обратить внимание мира на военные преступления России. За это литовцам спасибо. На преступления России и рашистов важно и нужно обращать внимание всех. Людей, властей, бизнеса. Молчать нельзя. В целом, российское посольство в Литве находится в неудобном положении. Точнее, у него очень неудобный адрес для российских мидовских орков. Посольство России в Литве находится в сквере Бориса Немцова, на улице Героев Украины. И письма из Москвы теперь идут в замечательном направлении, в отличие от содержания этих писем. Осталось только переименовать пруд у посольства в Путинскую лужу, чтобы каждый знал, кто в этом болоте дуримар. Эта акция с красным цветом пруда, надо полагать, еще и отсылка к кровавой Мэри Захаровой, после заявлений которой становится ясно, что это ее любимый напиток, и которая, как недавно выяснилось, причину войны видит в украинском борще. Ну и все, что связано было, как я уже сказала, с этникой, с культурой в первую очередь. Даже книги по кулинарии, а они тоже запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя, он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, и чтобы в каждом городе или в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему, нет. На компромиссы идти не хотели. Так это и есть то, о чем мы говорим: ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах. Ждем похожих предъяв от Лукашенко на тему того, что Тарас в первую очередь Бульба, а уже потом запорожский казак. Ну или очередное маразматическое заявление на тему того, что каждая украинская Олеся должна быть
переселена в Белорусское Полесье. Так завіщали пісняры. А щодо кулінарії, то від себе, як від українки, скажу, що на російські щі не претендую, по-перше. Давно відомо, що щі – це вода, якою помили кастрюлю від борщу. А по-друге, щі – це те, по чому зараз отримає російська армія на території України. Слава Україні! Слава нашим героям! Хотя, возможно, у нас просто неправильное понимание событий. Тут давеча Песков, который усы Путина, а по ним, как известно, течет и изо рта выпадает. Так вот, он рассказал, что, возможно, мы все понимаем, не так. You've lost thousands of troops, you've lost 6 generals, hundreds of tanks and other equipment. It's a humiliation, really, isn't it? No. It's a wrong understanding of what is going on. Сейчас высылают российских дипломатов практически все. От США до Японии. В целом сейчас высылка российских дипломатов звучит как прогноз погоды в зимний период. В Болгарии -12, в Латвии -16, в Эстонии -17 дипломатов. В Италии чувствуется холодный внешнеполитический фронт -30. Франция выслала 35 дипломатов, Германия -40. В Польше ожидаемо холоднее всего -45. В самой России все стабильно, обнуление, без перемен с 1999 года. Поговаривают, что даже племя каких-то каннибалов выслало половину российского дипломата. Выслали бы и другую половину, только оно успело разложиться по разным схемам – коррупционным и контрафактным, а также по классике на плесень и на липовый мед. Дипломаты уезжают, все идет по плану. Как только дипломаты начнут считаться некошерными, то, возможно, и Израиль присоединится к санкциям. А это будет очередной победой российского МИДа. Ведь по МИДо-лавровской логике все, что российскую дипломатию не убивает, делает ее никому не нужной. Уважаемые дамы и господа, надеялся, что после 2-летнего перерыва смогу принять личное участие в работе Совета ООН по правам человека. Однако вынужден обратиться к вам в видеоформате. Причина – возмутительные меры Евросоюза по отказу соблюдать одно из основополагающих прав человека – право на свободу перемещений. В целом, в копилку побед можно записать очередной пакет санкций и тот факт, что многие компании уходят с российского рынка. Но будем откровенны, никакие санкции не убивают Россию так, как это делают их же контрсанкции. Как недавно заявили российские политиканы, на санкции будет зеркальный ответ. И все гадают, что это? А я вам расскажу. Это когда российский политик спрашивает у зеркала, кто на свете всех сильнее, всех умнее и смелее? А отвечает ему российское телевидение. Ты всех лучше, спору нет. Обойди весь белый свет. Россия может хоть куда, остальным же всем... Да. Ну и далее по контексту. Но российских продуктов от этого больше не становится. Лет через 20 валютой станет зеркальце и бусы, на которые западные туристы смогут выменять у местных племен нефть. А пока ушел Facebook, зато у России есть Соловьев. Нет туалетной бумаги, прокладок и гречки. Зато Скобеева никаких Spotify и Макдональдсов. Зато время покажет. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. С российского рынка ушел даже король ужасов Стивен Кинг. Писатель, который придумал сотни произведений, леденящих кровь, решил, что Россия даже для него — это слишком. Но у россиян есть свой король ужасов, который придумал сотни произведений, взрывающих мозг. И выступает он по Бесогон ТВ со своей прекрасной аналитикой. В его случае это производная от 2 слов – анал и тик, так как информация входит и выходит по одному маршруту и вызывает тик. В России больше нельзя приобрести электронные книги о Гарри Поттере. Зато мы теперь точно знаем, кто такие фантастические твари и где они обитают. Хотя одна тварь нас уже покинула, а вторая под домашним арестом. Мы ждем пополнения. А еще война подарила патриотам новую букву в алфавите. Русскую букву Z они заменили на латинскую Z.
И тут довольно легко вписывается в общую картину. Ведь Z теперь заменит русскую Z во всех российских ключевых словах. Например, безумие, позор, зарплата, заграница. Ну или другие слова. Я вот только хотела прочитать Лида, а тут не Лида, оказывается. Вот не Лида тут, к сожалению. Но довольно странно, что поклонников русского мира это замещение букв не возмущает. Ведь в русском алфавите уже есть «з». Правда, ее легко можно спутать с цифрой 3. А 3, как известно, это поросенка. А тут все сходится: пут-пут, шай-шай и лук-лук. У первого в голове солома, второй построил армию из говна и палок, то есть дендрофекальным способом. А третий делает морду кирпичом и говорит, что он ни при чем, он ничего не понимает. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хотя этот бред веселее слушать вот так. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные. И все это было готово взорвать. Еще есть 3 белых коня. Правда, они уносят в звенящую даль мечты россиян о новых гаджетах, путешествиях и благополучии на ближайшие 50 лет. А еще 3 мушкетера. Ведь у дипломатов РИФ теперь есть Красный пруд. Посольство есть, посла там нет, а в Литве его не ждут. Есть в Графском парке черный пруд. Там лилии цветут, там лилии цветут. А далее поговорим о смерти Владимира Жириновского. Мы все с вами думали и загадывали, чтобы это был Путин, но в небесной канцелярии что-то перепутали, и не тот Вовка оказался в 39-м царстве. Правда, и этот Володя умирал с приключениями. Умер, потом воскрес, а потом умер окончательно. Это второй человек в мировой истории, который сумел так поступить. В память о первом человеке мы празднуем Пасху. В память о втором, не знаю, обливаемся водой, таскаем женщин за волосы, кричим и материмся. Владимир Жириновский за последние несколько месяцев умирал раза 4. Предпоследний раз так сильно умер, что его коллеги по партии предложили ввести ответственность за распространение фейков о состоянии своего предводителя. Но чтобы не усложнять работу Госдуме, Жириновского все же признали мертвым. Хотя злые языки говорят о том, что умер он еще тогда, а 2 недели полусостояния выдержали специально, чтобы другой Владимир, в простонародье трусливый, не заразился коронавирусом. И вот спустя 2 недели Вовка попрощался с Вовкой. Хотя странно, что не из бункера, и что не сделали очередной монтаж на зеленом фоне с проходящим насквозь микрофоном. Проститься с бессменным лидером ЛДПР пришли сотни людей, в том числе и президент Владимир Путин. Хотя вокруг него нет людей. Возможно, все проходит в бункере. Кстати, вы тоже ждали, что он его поцелует, и Жириновский вдруг проснется? Стоит еще отметить, что никогда переправа через реку Стикс не была такой либерально-демократической, как в этот раз. Говорят, что даже Харон охренел от вот такой загробной процессии. Середины, и там пытаетесь меня сбросить. А мы без еды тогда не останемся. А вы друг с другом должны бороться. Как долго будет пустовать матрас, зависит от воли Кремля. Но учитывая, что многопартийность в России не сильно нужна, скорее всего, и партия канет в лету.
А теперь давайте пофантазируем. Кто мог бы заменить Жириновского в России? Такое жирикозамещение. Вариантов несколько, и все они персонажи мультфильмов. Это, например, Карлсон, ведь оба любили плюшки. И пошалить. Возможно, заменить Жириновского могла бы рыбка Немо, так как она все-таки рыба-клоун. А может, заменить Владимира Вольфовича мог бы Бонифаций, ведь он из цирка и веселил людей. Панихида будет в колонном зале. Мне нравилось при большевиках, что там проводилось. Большой портрет. Как у Сталина. В черной рамке, да. На лафете гроб пронесут до университета, старое здание, чтобы не мешать движению, народ, чтобы не бунтовал. Там уже на автомобиле и на Новодевичье кладбище. А теперь вводим рубрику «Арест недели». Ни для кого не секрет, что несмотря на тотальный путинизм головного мозга, огромные штрафы и космонавтов с автозаками, часть россиян выходили на большие антивоенные митинги, а некоторые до сих пор выходят на одиночные протесты. Победителем рубрики «Арест недели» становится мужчина из Санкт-Петербурга, которого оштрафовали за антивоенный пикет с плакатом, на котором было написано: «Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы». Это была цитата из речи Владимира Путина на 75-летие Победы во Второй мировой войне. C'est la vie. І наостанок. У російському Білгороді місцеві жителі охоче борються з голубами. Вони їх труять. Вот смотрите, на Шалагина потравили голубей. Вот лежит, он лежит. Что творят? Вот лежит. Надо что-то делать с этим. Так, ви все правильно розчули. Борються не з владою, яка розв'язала війну і цькує населення шаленою пропагандою, а з голубами, які, як стверджують російські генерали, були спеціально виведені в Україні як біологічна зброя. А я вам скажу, так і є. Ви думаєте, чому всі пам'ятники в Росії загажені голубами? Тому що ми їх в Україні так видресирували. Сумно живеться, а чому б ні? Російський світ не підісрати. Тепер нехай бояться не лише українських воїнів, а ще й українських голубів. Тому що якщо рашистська нога ступить на українську землю, чекай, що тебе виб'ють з будь-якого боку. І нехай лише спробують. Адже кожен із нас, українців, готовий захищати Україну до останнього. Слава Україні! Героям слава! И вот это мое заявление ждите в цитатах Захаровой на следующем брифинге. Тут вам не щи, тут украинские борщи. С вами была Карина Чернявская. Тримайтесь там. И до следующей недели. Чао!